Всем привет, друзья! С вами Реальный басист. У нас сегодня на обзоре Groovebox от компании Novation, который называется Circuit Tracks. Что же это такое? В целом это такая рабочая станция. Здесь у нас есть 4 барабанных дорожки, которые работают на основе сэмплов, которые мы сюда загружаем. Также здесь есть вход для SD-карты, на который мы можем нашу библиотеку сэмплов записать. Здесь у нас есть 2 синтезаторных трека. Здесь встроенный в этот аппарат встроенный движок синтовый. Также здесь у нас есть 2 MIDI-трека, которые мы можем использовать для того, чтобы секвенцировать и управлять другими синтезаторами внешними. Вот в данном случае у меня Moog Minitaur. Все это мы, естественно, подробно посмотрим. У нас здесь есть мастер-громкость, мастер-фильтр. Также здесь есть встроенные эффекты, есть сайдчейн. И что касается входов и выходов, у нас стерео-выход. У нас есть 2 входа для как раз внешних синтезаторов. Вот Moog у меня подключен сейчас сюда. И Circuit Tracks является в данном случае также процессором эффектов для вот нашего внешнего синтезатора. MIDI in, out и through для как раз управления и синхронизации с внешними MIDI-устройствами. Ну и также аналоговый клок, включение питания и USB-гнездо для подключения к компьютеру. У компании Novation есть определенный софт, называется Companion Software, который нужен для того, чтобы настраивать глобальные настройки этого девайса, разные MIDI-каналы переключать. Также можно в этом софте управлять более точной настройкой встроенных эффектов, бэкапить наши паттерны, ну и еще какие-то другие всякие нюансы можно через этот софт регулировать. Ну и давайте начнем с барабанных дорожек. У нас здесь 4 дорожки, они абсолютно одинаковые. Вот выбираем для примера дорожку номер 4. У нас верхние 2 ряда пэдов — это секвенсор, и нижние 2 ряда — это, собственно, наш сэмпл-банк. И так далее. Сэмплов у нас здесь довольно много. Вот страницами, вот этими стрелочками, эти кнопки называются Pages. Мы переключаем страницы этих пэдов. И так далее. Ну и вот верхние 2 дорожки — это наш секвенсор. Мы выбираем сэмпл, например, бочку. Ну и на нужные места ставим эту бочку. Нажимаем play. Вот она играет. Длина паттерна здесь у нас отображается 16 шагов, можно сделать и 32. Тогда у нас здесь будет 2 страницы, соответственно. Вот первая, вторая. Можно это все очистить. Кнопка Clear и кнопка 32. И снова вернуть к 16 шагам наш паттерн. То есть вот эта кнопка Clear, она очищает любой параметр, который вы произвели манипуляцию. Собственно, также здесь есть очень классная функция, которая называется Sample Flip. Поскольку дорожек барабанных у нас не так много, чтобы сделать полноценный кайфовый бит, можно использовать функцию Sample Flip. Я выбираю hi-hat, ставлю наши ноты на собственно, секвенсоре, и теперь будут играть оба звука на одной дорожке, и бочка, и хай-хэт. Таким вот образом можно сэкономить место и на одной дорожке использовать разные сэмплы и более насыщенные биты делать. Это очень удобно. А теперь давайте поговорим про эти энкодеры. Я уже сказал про мастер-громкость и мастер-фильтр. И вот эти энкодеры, в зависимости от того, на какой дорожке мы находимся, они выполняют разные функции. Вот сейчас я на дорожке Drum 3 выбрал вот такой вот сэмпл. И вот верхние энкодеры, они у нас манипулируют этот сэмпл. Естественно, можно его потюнить. Можно поменять его огибающую, добавить немного дисторшена. Ну и немного его отфильтровать. А теперь давайте перейдем в дорожки синтезаторные и поговорим о том, как здесь реализован движок синтеза.
Переходим к нашим дорожкам синтовым. Их у нас две. Когда мы заходим на дорожку, у нас, собственно, верхние два ряда пэдов являются также секвенсором, а внизу у нас появляется вот такая фортепианная клавиатура, на которой мы, естественно, можем играть. Кстати, пэды здесь все Velocity чувствительные, то есть полноценные, кайфовые. Можно на них играть смело, прям с экспрессией и удовольствием. Собственно, это вот один из вариантов представления наших вот синтовых дорожек. Сразу скажу, что вот все эти 8 энкодеров, они манипулируют различные параметры нашего синтезатора. Ну вот, например, настройка нашего осциллятора, параметры огибающие, более плавная атака. Огибающие, опять-таки, здесь у нас параметры фильтра, резонанс, модуляция и FX. Когда мы нажимаем кнопку «Пресет», мы переходим в пресеты. Их здесь большое количество. Пресеты можно перелистывать страницами, также стрелочками. Как вы видите, здесь достаточно много этих пресетов. Дорожки Synth 1 и Synth 2, они по одному и тому же принципу устроены, и они, по сути, идентичные. Вы имеете вот два полноценных встроенных синтезатора здесь. Также нажимаем вот кнопку Scales, и у нас здесь выбор различных гамм. То есть здесь вот сейчас выбрана хроматическая. Мы можем выбрать здесь и пентатоника, и мажор, минор, и гармонический мажор, минор, и различные лады, миксельдийский, дорийский. То есть вот нижние два ряда наших пэдов, розовенькие, они как раз дают различные варианты гамм, ладов, которые вот здесь вот отображаются. И если вы выбираете, ну вот, какой-то из ладов и обратно возвращаетесь в трек нашего синтезатора, то у вас здесь уже не хроматическая клавиатура, а непосредственно вот ряд 1 октава и 2 октава. Можно также стрелочками переключать октавы, и это очень удобно. Если вы не пианист и не умеете работать с хроматической клавиатурой, то вы выбираете тот лад, ту гамму, которая вам нужна, и вы, соответственно, уже никогда не ошибетесь, никогда не промахнетесь, не сыграете мимо нот. Вот таким вот образом очень удобно все это дело использовать. Ну и, соответственно, как можно секвенцировать? Можно секвенцировать точно так же. Нажимаете какую-то ноту на нашем секвенсоре. Причем секвенсор полифонический. Вот, обратите внимание, я сразу 2 ноты зажал. Можно вот прямо аккорд. Можно их убрать. Либо можно играть вживую. Вот нажимаем play и rec одновременно. Для этого нужно в микшере размьютить наш трек. И, собственно говоря, вот таким вот образом у нас происходит запись. Причем записываться можно как в режиме квантизации, так и в режиме вне квантизации. И это очень удобно. Как я сказал, у нас пэды являются Velocity чувствительными, но если вы, например, записали вашу секвенцию и вам не понравилось, как вы сыграли, вы можете отредактировать, заходите на страницу Velocity, и вот наша здесь секвенция, а здесь у нас, собственно, вот целых 16 уровней velocity, то есть громкости нашей ноты. Вы выбираете любую нужную ноту и ставите, устанавливаете для нее определенную velocity. То есть, ну вот можно вот так вот. 2 нота погромче, потом еще громче, это еще тише, ну и так далее.
Вот они у нас разной громкости. Также вы можете зайти в параметр Gate. У нас здесь отдельная кнопка для этого. И длину гейта поменять каждой ноты. Опять-таки выбираем, делаем ее подлиннее. Это еще длиннее. Ну или наоборот, вот это пусть будет короче. Вот это вот самое длинное. Как вы слышите, абсолютно разная длина гейта у нас получается. Дальше мы можем работать с probability, то есть вероятность того, как будет проигрываться или не будет проигрываться данная конкретная нота. Вот заходим на страницу probability, выбираем ноту, и опять-таки вот у нас шкала. Максимальная шкала это 100%, минимальная шкала это 0%. Соответственно, выбираем, я не знаю сколько это, 20%, может быть, вероятность. Вот видите, первый раз у нас вот первая нота не прозвучала, а второй раз она прозвучала. Вот все это именно из-за того, что я установил probability. Ну и также у нас есть настройки паттерна, pattern settings. Это очень тоже полезная история. Она работает вот таким вот образом. Вы выбираете скорость проигрывания данного паттерна, причем каждой дорожки независимо. Вот это очень важно. И благодаря этому можно делать различные полиритмические грувы. Вот сейчас у нас стоит как раз 16-ми. Давайте поставим, можно триоли, 8-е, 16-е, четверти и так далее. Вот сейчас поэкспериментируем. Ну, я думаю, что вы услышали, да, паттерн играл то быстрее, то медленнее относительно нашего метронома, относительно бита. Ну, еще пару прикольных манипуляций с нашими паттернами. Мы заходим, опять-таки, вот на вторую страницу Pattern Settings. И смотрите, вот здесь у нас 4 варианта проигрывания паттерна. Вот сейчас у нас выбран стандартный вариант, собственно, поступательное движение вперед. Можно в обратную сторону. Это у нас режим маятник. И последний режим — это полностью рандомный режим. Все можно переключать абсолютно на ходу во время исполнения вашего музыкального произведения. Вообще все эти параметры можно переключать прямо на ходу во время игры. И, по-моему, это очень здорово, потому что, это такая, опять-таки, возможность для перформанса. Также у нас здесь есть функция ретриггеринга, которая называется микростеп. Собственно, мы нажимаем вот 2 раза кнопку Gate Microstep, и вот у нас этот ряд, он отвечает за количество повторных проигрываний одного и того же сэмпла. Вот мы удерживаем ноту, в данном случае hi-hat. Если у нас единственный раз, то, собственно, звучит как обычно, ничего не происходит. Удерживаем ноту и выбираем какую-то другую из этих пэдов. И мы слышим, что у нас сдвинулся во времени немножечко данный пэд. Можем выбрать более еще далекий. И вот если у нас нажаты 2 пэда, то, соответственно, у нас 2 раза начинает проигрываться. И получается ретриггеринг. Если мы просто выбираем этот пэд, то он как бы сдвигается просто во времени. Таким образом, можно управлять сразу и микротаймингом, если нам нужно с каким-то оттягом, например, сделать малый барабан в бите или еще какой-то звук. Либо ретриггерингом. Вот нажимаем, например, вот 3 этих пэда. И у нас такой получается ролл из хай-хета. Как известно, такие роллы супер популярны в современной хип-хоп музыке. И, собственно, вот здесь это таким образом реализовано, и можно все это легко делать. Ну, а теперь, друзья, давайте поговорим про наши 2 MIDI-трека.
И здесь это очень здорово реализовано. То есть, как я сказал в начале, мы можем при помощи вот этих MIDI-треков управлять внешними синтезаторами. Для этого что нужно сделать? Мы с MIDI-выхода подключаем специальным пятиштырьковым MIDI-шнуром наш синтезатор. То есть с MIDI-аута нашего устройства на MIDI-in моего синтезатора я включаю, собственно, MIDI-шнуром, и потом звуковой выход моего синтезатора я подключаю к аудиовходу номер 1 моего, собственно, опять-таки нашего устройства, да, Circuit Tracks. И теперь моя задача сделать так, чтобы совпадали MIDI-каналы. Как известно, у нас в нашем выборе доступны нам 16 MIDI-каналов. По умолчанию SYN-трек 1 и SYN-трек 2 передает по первому и второму каналу, MIDI-трек 1 по третьему и MIDI-трек 2 по четвертому MIDI-каналу. Соответственно, здесь вам уже придется смотреть в мануале вашего синтезатора, как перенастроить на прием нужного MIDI-канала. Я это все сделал, и вот выбрал MIDI-канал 4, он здесь по умолчанию, и синтезатор настроен тоже на 4-й канал. И вот, собственно, как будто это обычный синтезаторный трек. То есть вот как мы обсуждали ранее, здесь у нас 2 верхних ряда — это секвенсор, и 2 нижних ряда — это клавиатура. Как и у обычного синтезаторного встроенного трека, я при помощи вот этой клавиатуры могу играть теперь на своем синтезаторе. И звук моего синтезатора проходит через Circuit Tracks, суммируется с нашим общим битом, и вот вы его слышите через общий стерео-аут нашего грувбокса. По-моему, это очень здорово, это очень удобно. Ну вот. Я могу управлять различными параметрами. И вот эти энкодеры в режиме MIDI-трека, они могут отправлять CC-команды на наш синтезатор, и вы можете управлять фильтром, огибающий синтезатора по MIDI с вот этого вот, собственно, грувбокса, который сейчас работает, по сути, в режиме MIDI-контроллера. Все эти CC-команды, опять-таки, нужно настраивать в вашей софтине. Как я говорил в начале, вот это вот партнерская companion software от Novation. И здесь надо посмотреть в мануале вашего синтезатора номера этих MIDI-команд, что за что отвечает. Там, например, команда номер 18 отвечает за фильтр, там какая-то другая за резонанс и так далее. То есть здесь придется потратить время, поковырять мануалы, все это настроить на компе. В принципе, это все делается достаточно быстро, не так уж и сложно. Но факт тот, что вы абсолютно полноценно можете использовать это устройство как MIDI-контроллер. Ну и так же, как вот встроенный синтезатор, вы можете все это записать прямо в реальном времени. Давайте это сделаем. Ну и какой-то уже сделать перформанс уже с вашим синтезатором и с грувбоксом. Ну а в остальном этот MIDI-трек работает так же, как и 2 наших синтовых трека. То есть мы можем также выбирать гаммы, мы можем velocity регулировать, различные вот параметры гейта, probability, настройки паттерна и проигрывание паттерна и так далее. Все это мы можем делать без проблем. И единственное, что я еще хотел сказать, это очень прикольная функция манипуляции паттерном, которая называется Mutate. Активируется она вот кнопкой Shift и Mutate, соответственно. И что мы делаем? Мы просто вот запускаем паттерн. То есть каждый раз, когда мы нажимаем, собственно, кнопку Mutate, у нас
генерируется рандомный паттерн именно из тех нот, которые у нас здесь присутствуют. И иногда могут получиться очень тоже интересные результаты. Ну и теперь поговорим про автоматизацию. Автоматизация здесь присутствует, и можно абсолютно любой параметр автоматизировать. Вот я сейчас выбрал hi-hat. Чтобы автоматизировать параметр, надо его записать. То есть нажать play и рекорд одновременно. Давайте сначала репетнем. Ну и как вы слышите, у нас теперь плавает hi-hat по высоте. Немножечко я вот его таким вот образом автоматизировал. И можно абсолютно любой параметр вот из этих 8, которые у нас здесь присутствуют, таким образом и записать, и он будет автоматизирован. Также это устройство может работать как процессор эффектов. Можно вешать эффекты. Здесь два встроенных эффекта. Это ревер и дилей. И можно вешать их на любой трек. Для этого мы нажимаем кнопку FX. И, собственно, вот эти энкодеры у нас превращаются в send уровни. То есть, ну, например, мы хотим повесить эффект на какой-то из синтов. И вот соответствующий мы энкодер, естественно, при нажатой кнопке FX, мы крутим и увеличиваем количество сенда, количество посыла на данный эффект. Вот у нас здесь 16 пресетов дилеев и 8 пресетов реверов. Но прелесть заключается в том, что можно и на внешние синтезаторы, в частности, вот на этот мук, также вешать эффекты. Вот давайте послушаем. Сейчас повесим на мук и ревер, и дилей. В зависимости от выбранного пресета ревера и дилея мы можем получить как короткие такие дилеи, скажем, slapback и очень такой короткий небольшой ревер, до просто каких-то длинных таких ambient дроновых прикольных реверов. И также здесь вторая функция данной кнопки — это sidechain. Здесь мы что делаем? Мы выбираем источник сайдчейна, вот один из 4 вот этих барабанных треков, вот выбираем 4, потому что у нас на этом треке бочка, и выбираем ту дорожку, на которую мы хотим повесить наш сайдчейн. Это может быть как два внешних синтезатора, то есть вход 1 и 2, либо, собственно, два вот этих наших синтовых трека. Итак, еще раз, выбираем источник сайдчейна, вот бочка, и дорожка, на которую мы применяем этот эффект. Собственно, в зависимости от выбранного пэда мы выбираем глубину этого сайдчейна. Ну, я люблю такой не очень глубокий сайдчейн, и вот в таком варианте мне нравится, как звучит. Ну и давайте обсудим некое глобальное управление нашими треками. Предположим, вы создали какой-то бит. И, собственно, управлять звучанием этого бита и всеми дорожками мы можем на странице Mixer. Вот этот верхний ряд, собственно, это кнопки Mute. Собственно, мы можем размьючивать и замьючивать наши дорожки. И вот эти энкодеры в режиме микшера, они превращаются в ручки громкости. И также вот переключаем страницу, нажимаем на стрелочку, и эти же энкодеры становятся ручками панорамы. Эти параметры можно, кстати, также точно автоматизировать, и панораму, и громкость, абсолютно так же, как я до этого показывал. И если мы переходим в режим паттерна, то вот у нас у каждой дорожки сохраненные паттерны, они вот в виде такой Ableton Grid, да, кто знаком с программой Ableton,
Думаю, что для вас эта картина будет абсолютно ясна и знакома. Вот у нас ряд. Первый, второй ряд мы можем запустить эти паттерны. Соответственно, ну, давайте размьютим все, что у нас тут есть. Вот что-то тут записано, это какие-то заводские здесь у нас паттерны. Можно страницы этих паттернов переключать. Вот здесь у нас какие-то паттерны, которые уже были в комплекте. И можно всеми этими паттернами управлять точно так же, как в Ableton. Ну, вот, например, проигрывается у нас один ряд, мы захотели поменять синты, и вот я сейчас в процессе переключу на следующий ряд. То есть, что произошло? Паттерны доигрались до конца, согласно той длине, которая у них была. Это либо 16, либо 32. И потом автоматически включились следующие по очереди паттерны, которые я как бы нажал. И можно чейнить, то есть создавать цепочки паттернов. Делается это вот так. Нажимается первый и удерживается второй. Тогда они будут по очереди проигрываться. Вот, поскольку Synth 1 паттерн был 16 шагов, он раньше переключился и потом вернулся обратно, а Synth 2 паттерн был 32 шага, он переключился позже. Ну, в общем, таким образом можно управлять развитием вашего трека, вашей композиции. И, по-моему, это очень удобно и очень здорово. И последнее, о чем хочу сказать, это сцены. В режиме микшера у нас вот эти вот 16 нижних белых пэдов. Это сцены. Вот белые пустые, зеленые уже сохраненные. Что мы делаем? Мы заходим, вот, например, выбираем сцену номер 1, заходим в паттерны и выбираем те паттерны, которые я хочу, чтобы играли. И, собственно, вот, захожу в микшер, нажимаю сцену и Save. Дальше я захожу снова и в какие-то другие паттерны выбираю. Перехожу обратно в микшер, выбираю сцену номер 2 и нажимаю Save. И теперь я могу запустить сцену номер 1. Она будет у меня проигрываться. Могу запустить сцену номер 2. Эти сцены можно также точно чейнить, чтобы они, как и паттерны, переходили одна в другую. Можно, опять-таки, в любом количестве. Первую, вторую, третью, четвертую. Вы назначаете на эти сцены паттерны и чейните их, запускаете. Что очень удобно, это такой глобальный способ управления вашими паттернами. То есть вы можете, например, в сцену 1 забить куплет, в сцену 2 бридж, там, в сцену 3 припев и так далее. Собственно, друзья, вот такой вот прибор, на мой взгляд, очень интересный, очень прикольный, универсальный. Здесь есть и сэмплерные барабаны, здесь есть и неплохие встроенные 2 трека синтезаторов. Он может секвенцировать, быть полноценным MIDI-контроллером, MIDI-секвенсором для внешних синтезаторов, которым можно управлять по MIDI. Также он работает как процессор эффектов, то есть вам, по сути, не нужен какой-то внешний пульт для того, чтобы вот куда-то отдельно втыкать, например, вот этот синт, втыкаете прямо сюда, сформированный готовый звук, стереопару просто отдаете на пульт звукорежиссера. По-моему, это такой прям очень продуманный и грамотный прибор. На этом все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно жирнейшие нам лайки. Ну и не забывайте комментить, задавайте вопросы. Обязательно на них ответим. И до скорых встреч, увидимся. То есть с MIDI out я на MOOC на MIDI in включаю вот этот MIDI провод. Потом Velocity, Probability. Fatality. Все? Да. Смена. Ура! Да.